Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, давно мы не говорили про милых, добрых и очень больших попках. И это не метафора, ведь у нашего сегодняшнего гостя эта пятая точка имеет немаловажное значение. Встречайте капибару или водосвинку, полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых, один из двух, наряду с малой водосвинкой, ныне существующих видов рода водосвинки. И да, если вдруг кто-то не знал, капибара – это самая крупная животинка среди всех современных грызунов. Кстати, в 1991 году великие умы нашли карликовую разновидность капибары, малую водосвинку, и признали ее отдельным видом. Она заметно меньше обычной капибары и встречается от Панамы до Колумбии. Название нашего гигантского хомяка берет начало от слова капибара, что на мертвом языке тупи, родственном языку индейцев, означает поедатель тонкой травы. Научное название переводится как водяная свинья. Насколько же большой этот добрейшей души грызун? Длина тела взрослой капибары может достигать около 1,5 метра, но в среднем метр. Высота в холке 50-60 сантиметров. Самцы весят до 63 килограммов, а самочки покрупнее до 66. Правильно, они же не сидят на диетах, как большинство человеческих самочек. Прописались добрые гигантские водосвинки там, где потеплее и поближе к воде, а точнее по берегам разнообразных водоемов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки. Как вы наверняка поняли из названия, большинство своего свободного от ничего не делания времени водосвинка любит проводить в воде. Капибары ведут полуводный образ жизни и от воды редко удаляются больше, чем на 500 метров. Во время сезона дождей капибары рассеиваются по территории, луж ведь много, а в сухой сезон скапливаются по берегам крупных рек. Капибара прекрасно плавает и ныряет. Высокое расположение на голове глаз, ушей и ноздрей позволяет ей при плавании держать их над водой. Кстати, капибары умеют нырять и задерживать дыхание под водой до 5 минут. Активничают самые большие грызуны на планете, как правило, днем. Однако, если их часто донимают людишки и всякие там хищники типа ягуара, то они переходят на ночной образ жизни. Меню капибары состоит в основном из плодов и клубней, сена и травы, а также водных растений. Вегетарианские гиганты мегасоциальны и живут семейными группами по 10-20 особей. Возглавляет каждую семью самец-вожак. Затем идут несколько взрослых самок, жен, детеныши и подчиненные самцы. И вот здесь-то и начинается история про великую капибарскую попу. Дело в том, что примерно 10% капибар, преимущественно самцов, живут в одиночку. Как только доминантный капибар чует, что попа его наследника начинает метить на его престол, то он изгоняет из семьи наглеца, дабы тот не конкурировал с ним за трон. Именно поэтому части капибар приходится жить в одиночку или создавать свой отдельно родовой клан. Конечно, если посчастливится найти принцессу согласно своему доминантному статусу. Будущий участок владений, как правило, меньше
отметится выделениями носовых и анальных желез. Поэтому все дело в большой доминантной попе. А как вы думали? Помимо битвы за престол наследия, общаются капибары не только при помощи свиста, щелкающих и лающих звуков, а также при помощи запаха секрета обонятельной железы. Во время брачного сезона самцы этим секретом метят растительность, чтобы привлечь достойных принцесс. Ну и по традиции о любви. Капибары могут размножаться круглый год, хотя предпочитают начало дождливого сезона, ибо процесс соития происходит в воде. Беременность длится около 150 дней. Капибариха приносит от 2 до 8 капибарят, которые рождаются с шерстью, открытыми глазами и уже прорезавшимися зубами. Капибарята весят около 1,5 килограммов. Кстати, в группе все самки ухаживают за новорожденными. Неважно, чьи это дети. Половозрелыми капибары становятся в возрасте 15-18 месяцев, достигнув массы 30-40 килограммов. В природе капибары живут от 6 до 10 лет, а в неволе от 10 до 12. Понятное дело, что миско у такой попки очень вкусное, и полакомиться им норовят все альфа-хищники южноамериканского континента. Благо их не так много, как, например, на Черном континенте. Естественные враги капибар – это дикие собаки, ягуары, оцелоты, крокодилы и анаконды. Однако и тут добрая большая капибарская попка показывает элементы хитрости. От наземных хищников капибары скрываются под водой, дыша через ноздри, которые остаются на поверхности. Хотя, насколько ей это помогает от анаконды и крокодилов, не совсем понятно. Ну и без людишек тоже не обошлось. В некоторых регионах Южной Америки мясо капибар употребляют в пищу, кожу используют для разных изделий, а жир – в фармацевтике. А за любовь к воде примерно 300 лет назад священники католической церкви отнесли капибару к рыбам и разрешили употреблять их мясо в пост. Так что людская зашоренность и незнание элементарных законов природы превратили капибарские добрые попки в рыбный деликатес. Но надо отдать должное и адекватным людям. Капибары спокойные, дружелюбны, охотно идут на контакт с человеком и любят ласку. К тому же они чистоплотны и хорошо уживаются с другими животными, в том числе с домашними. Вследствие этого в Южной Америке довольно распространено их содержание в качестве домашних любимцев. А вы бы завели себе такого хомяка дома? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!